Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Шокер, быстрее. Эй! Эй! Кто здесь? Ты слышал? Угу. Записываю. Меня только что кто-то тронул за плечо. Серьезно? Вот тут. Движение. Что это белое? Пакет. Нафиг. Ладно, вырубай пока. Вырубай. Дорога тут одна, мы заходим по прямой и направо. И есть дорога, мы поворачиваем влево, а есть направо. Ну все, а выходов нет, он только один. В ту сторону все завалено. Мы слышали оттуда звуки, и оттуда, и оттуда. Там, кстати, вот с той части мы слышали женский голос несколько раз. И оттуда мы тоже слышали женский голос. Вот та самая могила открытая. Мы вернулись. Смотрите, видите книжки? Видите мешок? Это книги. Здесь похоронен человек. Но могила открыта. Здесь опять какие-то хрусты. Ёшкин кот. Серег, поснимай, когда-ка я достану книжку. Ребят, так делать, конечно, я думаю, что нельзя, но ради вас я достану книжку оттуда. Да, я вылезу отсюда нафиг. Пурим. Может, не стоит этого трогать, пишут. Жуть какая. Нафиг. Что это такое? Краткая пасхальная агата. Мендла. Шнерсона. И наши братья, сынам Израиля, где бы они ни находились, мир и благословение. Эти книги я возвращаю обратно. Я не знаю, какие люди сюда это принесли. Я не хочу знать о том, что здесь происходит. Вообще такие вещи нельзя трогать, я пишу. Ну, люди-то сюда это приносят. Ну да. Это могила. Ставь камеру так, чтобы она была направлена на могилу.
Давай вот с этой стороны, Серег. Да, ставь Night Vision. Включать запись или как? Да, врубай. Нет, Kinect мы с собой не взяли, потому что, ребят, сегодня не такая ситуация, чтобы его брать. Покажи диктофон, ну-ка. Постоянно кто-то ходит. Или кажется. Ребят, хотим положить диктофон туда, в могилу. Ну, клади. Врубай его. Камеру поставим туда, нет? Опять шаги. Опять шаги. Опять шаги. Так, сейчас на этом телефончике мы врубим диктофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, это мы синхронизируем диктофон и прочее. Так, закрыть. Так. Диктофон. Андрей, посвети туда. Было очень много предположений по поводу того, что здесь происходило ночью. Мы вам сейчас, возможно, покажем кадры, как сюда добираться. То есть тут одна дорога, она ведет именно вот к этой могиле. Кладбище маленькое. Этот звук, он доносился откуда-то вот с этой части. То есть он был как бы здесь. Он был очень близко, и он не похож ни на что. Сейчас вы все увидите. Это не животное, это не ежик, не лиса, это не человек. Здесь бомжи не ходят, ребята, поверьте, потому что здесь нету присутствия бомжей. Этот звук более какой-то, как будто бы он был произнесен голосом. Это очень странно, потому что мы еще пришли сюда в полнолуние, здесь было очень много насекомых, и здесь постоянно были шаги. Здесь очень много зарослей. И здесь все повалено, и человек без света тут бы ходить не смог. Поверьте нам. Этот звук, он как будто бы трубой или чем-то еще был сделан, но как будто это сделано голосом. Вот так вот. Мы не знаем объяснения этого звука, но это нас сильно напугало, и нам пришлось отсюда уйти. Мы хотели записать 5 минут тишины. Мы уже расставили свое оборудование. Это все происходило в прямом эфире, люди это все видели. Мы достали из открытой могилы книжки. И как только мы их туда обратно положили, начала происходить какая-то фигня. И очень быстрые шаги, и женский голос. Все это очень необъяснимо, потому что людей мы здесь не встретили. Здесь очень сложно кого-то увидеть. Да, здесь трасса неподалеку, но и поверьте нам, здесь вряд ли кто-то будет ходить. Андрей, посвети туда. Андрей, посвети туда. Андрей, посвети туда. Андрей, посвети туда. Ты это слышал? Серег, я хочу уйти отсюда. Давай уйдем, а? Давай уйдем отсюда, пожалуйста.
Дай фонарь. Кто тут? Ты слышал это вообще непонятные звуки? У меня сейчас сердце упало. Давай сейчас уйдем отсюда, пожалуйста, Серег. Давай уйдем, мне паника. Давай, собирай, давай, собирай. Серег, пожалуйста, давай уйдем, а? Серег. Ребят, вы не понимаете, что тут сейчас произошло. Я надеюсь, вы слышали эти звуки. Серег, я отключаю все. Серег, давай уйдем, а? Ты слышал? Это жесть. Серег, я не хочу ничего, пожалуйста, давай уйдем. Давай уйдем. Я такое вообще в первый раз слышал. Серег, Я такого не не вырубай слышал только никогда. свет, пожалуйста, не вырубай свет. Я не вырубаю. Что это было вообще такое? И на камере полюбас должно быть слышно, да? Да. И камера пишет, я ее не буду отключать, пока мы не выйдем. Диктофон я отключу. Тихо. Шокер, быстрее. Эй! Эй! Тихо. Шокер, быстрее. Эй! Эй! Слышал шаги? Только что. Кто здесь? Ребят, вы не слышали, но тут кто-то только что бежал прям на нас. Куда выключать? Где? Здесь? На среднюю нажми. Не нажимается. Все. Держи свет. Нет. Ребят, это не собака бегает. Это не собака. Я не знаю, вы, наверное, не слышали, какие звуки были до этого. Почему Андрей собрался уходить? Андрей. Что это? Это голубь на проволоке. И Шаги. там шаги. Шокер, быстрее. Там голос слышал только что. Стой. Это голубь на проволоке без головы. Андрюх, сюда. Валим. Мне нужен второй свет. На этот. Подожди, держи этот. Я только что слышал женский голос. Все, пойдем. Нахуй быстрее. Я не понял. Какого черта там голос висит без головы на провод? Стой, мы ушли, Андрей. Мы выйдем с другой стороны. Пойдем, пожалуйста, пойдем. Мы выйдем сейчас. Андрюх, Мы выйдем. я в шоке от того, что там голубь висит без головы на проволоке. А я нет? Голубь.
Были версии, что это дети повесили. Нет, этого не может быть, потому что какой нормальный здравомыслящий ребенок пойдет именно сюда и будет здесь творить эту фигню. Вот. Было предположение, что мы пришли во время обряда, когда в полнолуние были открыты все, так сказать, двери в потусторонний мир. Но вот если смотреть сейчас дневные съемки, здесь, ну, я не знаю, я тут не пройду. Все это очень странно, было очень много предположений и споров по поводу того, что произошло. Кто-то говорил, что мы испугались, убежали. Ребят, вы тут не были. Вот кто это пишет, вы тут не были. Мы здесь были множество раз. И постоянно нас отсюда кто-то или что-то выгоняет. Здесь съемки не удаются. Тот день мы сами через себя переступили, чтобы вернуться сюда, и произошла вот эта штука. Ну, в общем, это одно из самых страшных мест, которое у нас в городе есть. Также вот эта открытая могила, вот она вот прям рядом со мной по левую сторону. Здесь, вот сейчас скриншот покажем, здесь по информации евреи сжигают свои ветхие книги. Что мы можем наблюдать, какие-то брошюры, которые вы также видели в прямом эфире, когда Андрей доставал их. Хотелось бы, конечно, здесь подольше поснимать, но поверьте, это не описать словами, когда тебя что-то невидимое прогоняет. Вот тот самый голубь. Сейчас мы более детально его рассмотрели. Голова у него есть. Он просто подвешенный. За спину, да, голова висит. Скорее всего, может быть, мы попали не в то время и не в то место. Я думаю, что все это было неспроста. Тем более полнолуние. Как вы можете наблюдать вокруг, здесь особо не развернешься. То есть это маленький пятачок. Очень маленький. Конец кладбища. Нет, кладбище еще есть вон там. Обратите внимание, друзья. Смотрите. Кладбище, оно еще идет вниз. Вот там оградки вы можете наблюдать. Вот они. Да, ну там обрыв. Там обрыв. И вот это вот смотрите, вот сюда направь камеру, Андрей, вот. Это все завалено ветками. Тут ноги переломаешь. То есть там выйти, ну, никак. Тут какая еще боязнь была? Если бы вдруг на нас вышли люди, сектанты или кто-то там, у нас был бы только один выход, идти на них. Тут никак не пройдешь, тут все завалено, ребята. И тут одна дорога. Да. Ну и вот еще раз обратите внимание, посмотрите, что находится внутри. Вот здесь, вот он, это песок или что-то, да, земля, вот она, вот он. А под ней, когда мы в том году приходили, там есть надгробная плита. И вот здесь, вот тут где-то, вон она дырка, она, там очень глубокая яма вниз, ребят. И непонятно, что там внутри и как. Сразу предсказываю, что скажут люди. Опустите туда камеру. Не получится. Камера должна быть вот с мизинец, вот такая вот, еще со светом. И еще, друзья, если вы хотите посмотреть полное видео у Андрея в Инстаграме, в ленте 3 видео из прямого эфира, именно в ленте в Инстаграме, они подписаны еще. И на Серегу тоже подписывайтесь в Инстаграме, он выкладывает тоже интересные фоточки. Мы будем стараться для вас, конечно, все это рисково, но, друзья, все ради вас. И мы, надеюсь, мы вам разъяснили всю ситуацию, и вы увидели наглядно. Ну, это все вкратце, да. Интереснее было, конечно, наблюдать все это в прямом эфире. Вот. Ну, будем исправляться и будем радовать вас чем-то новым. Да. До встречи. Всем пока. Вот так вот. Ты какой рукой показывал? Вот это. Вот так вот. Ты какой рукой показывал туда? Пока шли, еще одного увидели. Вот это голубятник, кстати.